Знакомство с национальным парком Лос-Гласьярес мы начинаем с городка Эль-Чалтен, откуда начинаются все маршруты к удивительным по красоте вершинам Сьерра-Торе и Фицрой. Ну вот за моей спиной вокруг нас наш следующий этап, который заключает в себя и горы со снегом, и ледник, и ветер, который с ног сдувает. В общем, все атрибуты экстремального похода. Ну, в общем-то, посмотрим. Я хочу нашей команде пожелать здоровья. Судя по всему, оно нам явно здесь понадобится. Ну и удачи. Все, что видно вокруг, потрясающе интересно. Я уверен, что будет очень красиво. Природа поражает своей такой первозданностью и дикостью. Все супер. And then walk on the left side of the lagoon to enter to the glacier. We walk for more or less about an hour inside the glacier and then come back to the campsite. More or less from town to the glacier it's gonna be a 5-hour trekking. Just to get to the glacier. К утру тучи развеялись, и мы отправляемся в долину Торы, чтобы добраться к подножию, пожалуй, одной из самых известных вершин Патагонии – Сьерра-Торе. И практически сразу перед нами открывается великолепная панорама горы Фицрой. Высота пика составляет 3405 метров, а его крутые склоны считаются одними из самых сложных для восхождения. И вот, наконец, мы добрались к образовавшемуся в долине ледниковому озеру, и перед нами открылась невероятной красоты панорама на весь огромный массив Сьерра-Торе с его главной вершиной высотой 3128 метров. Перебравшись через реку, мы направляемся дальше к леднику, заполнившему собой все ущелье, образовавшееся перед горной грядой Сьерра-Торе. Удивительное по красоте ущелье с ледником и возвышающимся пиком Сьерра-Торе останутся в нашей памяти на долгие годы. Ну а нам пора возвращаться в лагерь, так как завтра наступает самый сложный этап нашей экспедиции. Итак, мы начинаем наш 5-дневный переход от озера Ведьма через перевал Норте к станции Кристина, расположенной у озера Аргентина. Нам предстоит преодолеть более 50 километров по наиболее диким местам этой части национального парка Лос-Гласьярес.
Ну, скажу тебе, мысли меня посещают очень разные. Причем даже много мыслей хороших. Есть, конечно, грустные мысли о том, что мы попали немножко в гораздо жестче, чем даже предполагали. Но такого жесткого не было в жизни, да? Никогда в жизни такого не было. Они через бинт ему стягивают. И у винишка держат. К середине дня погода окончательно испортилась. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. А мокрый снег, пронизывающий ветер и 25-килограммовые рюкзаки за плечами добавили нам трудностей в преодолении перевала. We still have to pass Трекинга у нас one more опять rain, надо будет пройти еще один дождь. so a block of boulders to go через down again камни into the Будем valley. проходить, чтобы опять спуститься к долине. So for the first hour and a half, Первый Alex час, will go полтора. behind. Будет Behind сложно, Diego. Алекс будет We'll идти go за slow, Диего. easy, Будем спокойно идти. and once we enter the valley, it's all Когда мы зайдем в gonna become flat. долину, будет gonna have a tall плоская forest. уже поверхность, So будет it's gonna be easier to walking. редкий лес и будет And легко ходить. today we're gonna pass near a lagoon. Сегодня мы будем проходить Yes. мимо одной лагуны. У нас где-то 5 часов, ну максимум 6 дойти до кемпинга.
нашем экстремальном путешествии, экспедиции к точке ледника. Конечно, все промокли, устали, но такая красота обалденная просто. Стоило того, стоило того. Дальше на комфортабельном катере мы отправляемся к леднику Перито Морено, расположенному в южной части озера Архентина. Мы едем. Ледник Перито Морено впечатляет своими размерами. Его площадь составляет 250 квадратных километров, и это третья по величине ледниковая плата в мире после Антарктиды и Гренландии. Ледник вздымается над водой на высоту 60 метров, образуя ледниковое плато шириной в 5 километров, а глубина этих ледяных гор доходит до 700 метров. Периодически ледник наступает на изогнутое побережье озера Архентина, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части. Да, удивительное по красоте место. И как здорово, что мы сюда добрались. На этом мы завершаем знакомство с национальным парком Лос-Гласиарес и отправляемся дальше на юг Патагонии, в национальный парк Торрес-дель-Пайне.